Больше 2000 лет назад правитель Пергама Аттал II решил построить город, выбрав для этого красивейшее место на земле. Несколько месяцев его подданные путешествовали по миру в поисках земного рая, пока однажды не оказались в невероятно красивой местности, с одной стороны которой возвышались Таврические горы, а с другой плескались прозрачные воды моря Средиземного. Слуги сказали королю, что они нашли рай на земле, и город, возведенный здесь по приказу короля Аттала, был назван в его честь Атталией. Благодаря удачному расположению город очень скоро превратился в весьма процветающее место, что не осталось незамеченным для воинственных народов древности. Атталия подвергалась многочисленным нападкам как с суши, так и с моря. Ее пытались захватить римляне, арабы, и не остались в стороне и морские пираты. А вот в 133 году до нашей эры власть над городом оказалась в руках римлян. Именно они и основали район Калейчи. Порт, окруженный высокими крепостными стенами с 80 башнями и многочисленными пушками, стал важнейшим стратегическим объектом. Позже господство над Анталией перешло к Османской империи, а в Калейчи, помимо построек римлян и византийцев, появились традиционные исламские сооружения. Современный Калейчи, что означает «внутри крепости», раскинулся более чем на 35 гектар, и в его состав входят целых 4 района. Большая часть строений города сохранилась в первозданном виде, привлекая сотни тысяч туристов, которые теперь могут не только насладиться древним колоритом, но отдохнуть в современных кафе или ресторанах, остановиться в отелях и побродить по сувенирным магазинчикам. Территория Калейчи довольно большая и является обязательным местом посещения в Анталии. У меня на канале есть несколько видео, где я уже рассказывала про этот чудесный район, в каких заведениях нужно побывать, что здесь обязательно нужно попробовать. Очень вам советую посмотреть это видео, конечно, после этого. Так вот, сегодня, дабы не пересекаться, я вам покажу новый топ мест и действий, ради которых сюда нужно прийти. Что нужно обязательно посмотреть, а на что вообще, например, не нужно тратить свое время и пройти мимо. Поверьте, будет очень интересно. Ну что, поехали! Первый мой выбор, возможно, вас удивит, но о нем мало кто знает. А как вы знаете, я люблю вам рассказывать не о туристических попсовых местах, а о тех, которые атмосферные и нестандартные. Так вот, что может быть необычнее, чем посетить храм в мусульманской стране? Несмотря на то, что сейчас христиане в Турции являются религиозным меньшинством и составляют около процента, христианство на территории Турции насчитывает долгую историю. Уроженцами территорий, ныне занимаемых Турцией, были такие почитаемые в христианстве святые, как апостол Павел, Тимофей Эфесский и Николай Чудотворец. Если вы знакомы, например, с Каппадокией, думаю, вы знаете масштабы и роль христианства в становлении страны. Так что, если вы даже не верующий человек, это место достойно вашего внимания хотя бы со стороны истории и культуры. А вот следующее место я вам буду не рекомендовать. Оно очень разрекламировано, но ни нам, ни нашим детям оно так и не полюбилось. Это лично мое мнение, оно, конечно, может не совпадать с вашим, но я бы советовала вместо этого колоритные, оригинальные мастерские внутри улочек города, которые, в отличие от музея, намного увлекательнее и живее. Ведь здесь можно воочию увидеть мастера за работой, создающего эти игрушки. А вот об этом пункте хочется рассказать более подробно. Это отели в старом городе, концентрация которых просто зашкаливает, и их разнообразие поразит ваше воображение. По словам моего супруга, когда-то у отелей в Калейчи была не очень хорошая репутация, но это осталось далеко в прошлом. Сейчас же основная часть из них прошла реновацию и не оставит вас равнодушными. Скажу также, что многие из них далеко не бюджетные и стоят порой дороже хороших 5 звезд на все включено. Но вы только посмотрите на эту красоту, в них нельзя не влюбиться. Как я вам уже говорила, цены здесь далеко не бюджетные, но, на мой взгляд, оно того стоит.
Кстати, если вам уже нравится это видео, нажмите, пожалуйста, на лайк и подпишитесь на канал. Алгоритмам YouTube нравится ваша активность в течение видео, и он помогает его продвигать. Я вам буду за это очень благодарна, а вы получите плюсик в карму. Следующее, что нужно сделать в Каличе, конечно, прогуляться по улочкам старого города, пропитанным духом истории. Недавно я вам рассказывала о старом городе в Дубае. Так вот, даже в стране, которая 50 лет от роду, тоже интересно ходить по таким улочкам. А вот Калечи порядка 2000 лет. Представьте, какая здесь атмосфера! А тем более, где современная жизнь искусно пересекается с глубокой историей. В Калече есть даже своя аллея славы, где можно увидеть известных артистов определенного периода. Если присмотреться, то видно, что годы жизни у них уходят в бесконечность. Это так душевно. Если говорить про современных турок, то они большие патриоты и очень любят свою страну. Они дорожат и ценят каждый камушек своей родины. Уважение к прошлому, старшим и любовь к детям здесь стоит на особом месте. Ну и, конечно, мои любимые двери, которые здесь огромное количество. История Калечи отлично прослеживается с самого начала до наших дней. Покрытые плющом и увитые цветами старинные дома, причал, с которого можно любоваться Таврическими горами и Средиземным морем, многочисленные достопримечательности – это все про старый город. Вот, например, отлично сохранившийся памятник античной истории – ворота в старом городе Анталии или арка Адриана. Они были возведены жителями Анталии в 130 году до нашей эры в честь посещения города римским императором Адрианом. Именно с этих двухъярусных ворот с арками, колоннами и карнизами, облицованными мрамором, многие начинают свое знакомство со старым городом. С левой стороны ворот можно увидеть фрагменты скульптурных изваяний, а также сохранившийся герб императора Адриана. Находятся они на современной улице Ататюрка. За свою многолетнюю историю облик города практически не изменился. Новая застройка здесь запрещена, а если принимается решение о реставрации какого-либо здания, то только при условии сохранения духа старой Турции до мельчайших деталей. Интересно, что кровля каждой постройки выполнена из черепицы красного цвета. Иное оформление зданий не приветствуется. Несмотря на самобытность и богатейшее прошлое, Калечи стал туристическим районом относительно недавно, не более 15 лет назад. Здесь постепенно открываются небольшие гостиницы, больше похожие на постоялые дворы, уютные кафе и ресторанчики, в меню которых представлена исключительно традиционная турецкая кухня. И это будет моей следующей рекомендацией. Обязательно посидите в Калечи в местных ресторанчиках или кофейнях. И если позволяет бюджет, то и в рыбных ресторанах. Несмотря на то, что Турция окружена целыми 4 морями, в местных ресторанах довольно дорогие морепродукты. Но у турок существует свой некий обряд – балык-ракы, когда они собираются с друзьями или семьей попить анисовой водки под рыбу. И для этого выбирают очень часто рестораны старого города. А вот после того, как Калечи стал популярен у путешественников, цены в местных заведениях общепита еще более выросли и стали выше, чем в других уголках Анталии. Но отдыхающие в большинстве своем нисколько не разочарованы таким положением дел, так как обедать в окружении самобытной первозданной панорамы города – очень приятное и непередаваемое ощущение. Так как изначально Калечи не было ориентировано на туристов, а все-таки сделано под местных жителей, то здесь есть не только дорогие фешенебельные рестораны, но и очень много пабов, клубов и ночных заведений, а также мейхане, которые я вам тоже обязательно рекомендую здесь посетить.
Следующие локации, которые я вам советую посетить в старом городе Анталии, это две смотровые площадки. Первая из них – это стеклянный балкончик над гаванью, который окружен прекрасной аллеей. Отсюда чудесный вид в любое время дня. Здесь также часто можно встретить пожилого мужчину, у которого есть зайчики, предсказывающие будущее. Очень вам советую воспользоваться этой услугой, она там стоит недорого, и делают они это практически на всех языках мира. И второе место – это панорамный лифт, который из города спустит вас в сторону марины. Оба эти места прекрасны и выводят вас с разных сторон гавани, где, в свою очередь, можно покататься на яхточках, даже на мини-подводной лодке по турецкой ривьере. Портовыми районами Калечи гордится вся Турция. Прошло более 2000 лет, но каменные стены и пушечные орудия на них сохранились превосходно. Практически каждая улица из старого города ведет к порту, который отлично сохранился благодаря крепкой каменной защите. Интересно, что вся огромная сегодня Анталия когда-то размещалась на территории Калечи. На территории старого города находится очень много достопримечательностей, которые порой даже нельзя обойти за один день, такие как башня Хыдырлык и парк Каралыолу, минарет Кесик, мечеть Искене и яхтовая гавань, усыпальница Нигяр Хатун, минарет Иивли, городские стены и часовая башня, мечеть Мурат-Паша, постоялый двор и баня Вакыф, рынок медной и железной утвари, ворота Адриана, дом Ататюрка, музей Анталии и многие-многие другие места. Давайте еще немного прогуляемся по этим чудесным улочкам. İstersen arabayı fotoğrafını çekeyim. Evet, istiyorum. Biraz karanlık. Цените историю, любите историю, ведь не зная своего прошлого, невозможно узнать будущее. А у меня на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. До встречи в новой локации. Пока-пока! Buradan orası güzel. Valla burası yaşamak istemem.